Лукашенко предстанет перед судом, Израиль начинает наземную операцию и российский удар по рынку в Херсоне. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Дело Лукашенко будет рассматривать суд в Гааге. Белорусская оппозиция отправила материалы дела в Международный уголовный суд. Лукашенко совершил и совершает, и его окружение 3 из 4 наиболее тяжких международных преступлений. Оккупанты празднуют взятие Угледара, хотя бои в городе еще продолжаются. То нельзя говорить, что это прямо такой серьезный шаг Курахова. Во время бомбардировок погибла известная телеведущая. Станет ли конфликт на Ближнем Востоке полноценной войной? Эти локальные наземные рейды будут нацелены на опорные пункты Хизбаллы. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии. Не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Российские войска обстреляли центр Херсона, один из рынков в центре города. Прокуратура заявляет о 6 погибших по состоянию на момент записи видео. Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали или продавали продукцию. Согласно данным Херсонской областной прокуратуры, враг нанес удары около 9 утра, вероятно, из ствольной артиллерии. А тем временем вывод украинских сил из Угледара предрекают эксперты, а местные власти называют ситуацию сложной. По словам Вадима Филашкина, председателя Донецкой областной военной администрации, в городе идут активные бои в городской черте, что значительно осложняет доставку гуманитарной помощи. В Угледаре остаются 107 жителей, всех детей эвакуировали ранее. Из-за боевых действий гуманитарные конвои практически не могут попасть в населенный пункт, что создает дополнительные трудности для оставшихся там. Эвакуация детей стала одной из ключевых задач местных властей, что позволило хотя бы частично обезопасить наиболее уязвимую категорию граждан. Текущая ситуация в Угледаре остается крайне напряженной, и гуманитарные вопросы стоят остро. А российские паблики постят видео с флагом якобы в центре города. Мы поговорили о ситуации в Угледаре с военным экспертом Давидом Шарпом. Покровское направление в широком понимании этого слова и все, что южнее Покровска, в частности Курахова, это основные центры приложения сил. Однако у них есть и Купянская попытка выйти на берег реки Оскол и занять весь вот этот берег реки Оскол, захватить Купянск. Естественно, есть Часов-Яр, и в уме держат Константиновку и Дружковку. Но Покровск это главное, насколько я понимаю, и Курахово. Это, собственно, те места, о которых идет речь. Угледар сам по себе, как мне видится, большого такого оперативного и стратегического значения не имеет, но за него идет, иногда бывает такое, что место, за которое идут особенно упорные сражения, уже становится таким вот принципиальным и символическим. Это было бы еще один шаг к продвижению Курахова, я бы сказал, если говорить об Угледаре. Но насколько можно судить, у украинцев есть линия обороны севернее города, и если они будут заняты соответствующими резервами, то нельзя говорить, что это прямо такой серьезный шаг Курахова. Это, сказали, попытка наступать на Курахова из другого направления, но основные направления наступления на Курахова и угрозы находятся севернее, однако это вспомогательное направление. Правительство Литвы передало Международному уголовному суду материалы для расследования преступлений, совершенных режимом Александра Лукашенко против граждан Беларуси. Литовское министерство юстиции опубликовало соответствующее заявление. В документах подчеркивается, что с мая 2020 года в Беларуси развернута кампания против гражданского населения, которая включает произвольное задержание, судебное преследование, убийство, сексуальное насилие, пытки и другие формы бесчеловечного обращения. Власти Литвы указали на преступления против человечности, включая депортации и преследования, которые попадают под юрисдикцию Международного уголовного суда, поскольку часть этих преступлений была совершена на территории Литвы. Литва стала первой страной, которая воспользовалась своим правом в рамках Римского статута и обратилась в Международный уголовный суд, чтобы расследовать преступления против человечности, совершенные режимом в Беларуси. Для сотен тысяч потерпевших, для всех жертв репрессий это дает надежду. Материалы для расследования были собраны белорусской оппозицией и различными неправительственными организациями,
которые зафиксировали многочисленные случаи жестокого обращения со стороны силовиков после протестов в августе 2020 года. Тысячи человек подверглись произвольным задержаниям, пыткам, унизительным условиям содержания в СИЗО. Однако белорусские власти до сих пор не возбудили ни одного уголовного дела в отношении силовиков, ссылаясь на отсутствие состава преступления. Об этом мы поговорили с белорусским оппозиционером Павлом Латушко. Лукашенко совершил и совершает, и его окружение 3 из 4 наиболее тяжких международных преступлений. Прежде всего, это военное преступление, связанное с незаконным перемещением украинских детей, но также и преступление против человечности. Это преступление против белорусского народа. Мы начали этим заниматься 1,5 года назад, ровно год назад, в сентябре. У меня состоялась первая встреча с заместителем министра юстиции Литвы. И с этого начался процесс нашей активной коммуникации и взаимодействия. Правительство Литвы, Министерство юстиции Литвы, прежде всего, запросило международную экспертизу. Экспертиза подтвердила наши доводы, что юрисдикция Международного уголовного суда здесь может сработать с учетом того, что преступления носят трансграничный характер. Ведь Лукашенко хитер. Он никогда не хотел подписывать Римский статут, он не хотел, чтобы Беларусь была членом МУС, потому что он знал, что он ответит за эти преступления. Но мы нашли правовую формулу, и она подтверждена международными экспертами. Очень важно дать месседж самому Лукашенко, что его поезд тронулся. Поезд Минск-Гага. Он в нем пассажир. Он купил, условно говоря, там билет. Ряд его сообщников также купили. Но вопрос в том, готовы ли все его сообщники сесть в этот поезд. Он тронулся. Его уже, кстати, остановить невозможно. Достать материалы из Международного уголовного суда также невозможно. Вопрос только в том, как быстро этот поезд дойдет до конечной станции Гага. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Израиль начинает сухопутную операцию в Ливане. Накануне вечером ВВС наносили удары по Бейруту и пригородам, предварительно уведомив жителей. Представитель армии обороны Израиля подчеркивает, что они противостоят Хизбалле, а не народу Ливана. Армия обороны Израиля проводит ограниченные целенаправленные рейды вдоль северной границы Израиля против угрозы, которую Хизбалла представляет для мирных жителей на севере Израиля. Эти локальные наземные рейды будут нацелены на опорные пункты Хизбаллы, которые угрожают израильским городам, кибуцам и общинам вдоль нашей границы. Хизбалла превратила ливанские деревни рядом с израильскими деревнями в военные базы, готовые к нападению на Израиль. Хизбалла подготовилась использовать эти деревни в качестве плацдармов для вторжения в израильские дома в стиле 7 октября. Наша война с Хизбаллой, а не с народом Ливана. Мы не хотим причинять вред ливанским гражданским, и мы принимаем меры, чтобы предотвратить это. Мы не позволим 7 октября повториться ни на одной из наших границ. Можно ли называть это полномасштабной войной? Будет ли развитие операций? Разрастутся ли они на большую территорию и смогут ли вовлечь другие страны региона? Хизбалла, как нам объясняли военные эксперты, может стрелять по Израилю 1000 ракет в день. Причем ракеты с точным наведением, которые могут поразить все стратегические объекты, ядерный реактор, систему водоснабжения, электростанции, предприятия и так далее, и так далее. И мы войны с Хизбаллой, масштабной войны с Хизбаллой боялись гораздо больше, чем войны с Ираном. И наши спецслужбы, прежде всего спецслужбы, в последнее время практически полностью реабилитировали себя за провалы 7 октября и показали, что они все-таки чего-то стоят. И буквально за 2 недели Хизбаллы уже не существует. Понимаете, но у нас конечно, военные эксперты говорят, подождите, не надо еще сбрасывать их со счетов, может быть, они еще что-то сделают. Понимаете, по сравнению с той угрозой, с угрозой 1000 ракет в день, которые разрушат всю страну, то, что у них там еще что-то осталось, совсем уже не пугает. Я не говорю, что надо впадать в такую беспечность и считать, что мы эту войну уже выиграли, но я думаю, что если бы у Хизбаллы были еще какие-то возможности что-то нам устроить, они бы это уже давно устроили. К тому же в ночь на 1 октября в результате израильского авиаудара по столице Сирии Дамаску погибли 3 человека, среди которых была известная сирийская телеведущая Сафа Ахмед.
Согласно сообщению Сирийского государственного информационного агентства САНА, на которое ссылается CNN, удар был нанесен с использованием беспилотников и самолетов с территории Голландских высот. Министерство обороны Сирии заявило, что сирийские системы противовоздушной обороны смогли перехватить и уничтожить большинство ракет, но некоторые все-таки достигли своих целей, что и привело к гибели гражданских лиц и ранениям еще 9 человек. Смерть Сафа Ахмед стала значимым событием для сирийской общественности, и ее гибель была объявлена мученической официально. Мне остается добавить, что мы существуем благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые видео, мы вам за это благодарны. Если вы смотрите нас из России или из Беларуси, то чтобы делать это безопасно, воспользуйтесь VPN. Как именно это сделать, мы написали целую инструкцию и прикрепили ее к этому видео. Не забывайте про лайки, не забывайте про комментарии, подписываться на канал. Ну а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.